Почему другие каналы растут, а ваш нет? Как стабильно набирать подписчиков на YouTube? Всем привет, дорогие друзья, я Игорь, я занимаюсь локализацией на YouTube, и в этом видео я вам расскажу о том, как стабильно набирать подписчиков и раскручивать канал. Смотрите до конца. Для нового канала YouTube первые несколько месяцев являются крайне важными, ведь в этот период времени платформа анализирует канал. Она анализирует, как смотрит зритель, кто именно смотрит этот канал или это видео, и как он взаимодействует с аудиторией. Данное время помогает YouTube понять, что же из себя представляет новый канал. Ведь, если вы помните, самая главная цель YouTube — это обеспечить зрителя наикачественнейшим контентом, который он сможет смотреть, засматриваться и не уходить с платформы. Да, друзья, YouTube в первую очередь заботится о зрителе, а не о создателе. Помните про это. Собранные показатели помогают YouTube определить, какой аудитории соответствует этот контент и как его сравнивать с другими каналами. И с какими именно каналами в данном выбранном регионе, на данном выбранном языке. Ранжирование нового канала занимает время. И здесь есть маленький секрет для маленьких каналов. Он заключается в том, что первое время важно делать максимально качественный контент. Как я и говорил ранее, удержание, как зритель переходит на видео, кто это все смотрит, будет уже означать выбор YouTube, кому показывать в рекомендациях видео, а кому нет. Чем выше показатели вашего видео, тем эффективнее YouTube вас будет показывать после того, как он вас проранжирует. Это самый важный показатель, полетите вы ракетой вверх или будете еще развиваться какое-то количество месяцев или даже лет. Пока канал маленький, есть возможность у автора разобраться, понять, какой формат лучше заходит, какие видео лучше заходят, на что зритель лучше реагирует, и адаптироваться под свои интересы. Ведь не каждый контент мы можем создавать одинаково. Что-то нравится больше, что-то нравится меньше, и здесь будет инь и янь соединен, когда мы создаем такой контент, который нам очень сильно нравится, и он заходит нашим зрителям. Но надо в этом разобраться. Заставка для видео играет ключевую роль в привлечении трафика, в привлечении просмотров. Маленькие каналы почему-то пренебрегают этим, а иногда, может быть, не понимают, как ее создать. И берут какой-то кадр из своего видео. Иногда бывает, что самые продвинутые туда вешают какую-то надпись в вордовском стиле, и смотрится оно так себе. Друзья, для того, чтобы быть успешным, нужны конкурентные заставки. Поэтому нельзя лениться, а нужно создавать заставки даже лучше, чем у каналов в вашей же нише, в вашей же категории. Бывает иногда, что берут заставки чужие. Бывает иногда, что маленькие каналы хотят быстрого роста и, какую-то очень классную штуку размещают на заставку, она вызывает интерес, но не соответствует видео. И когда зритель идет на такую заставку, он очень быстро уходит с ролика. А для YouTube это сигнал о том, что канал вводит в заблуждение зрителей. И дальше такому каналу, увы, ничего не светит. Поэтому запомните, очень важно, чтобы заставка отображала суть вашего ролика. Очень много советов о том, как создать классную заставку существует, делятся эксперты на YouTube и не только. А я вам скажу основные базовые советы, которые вам помогут. В самую первую очередь это яркость и контраст. Ваша заставка должна быть действительно выделяться на фоне других. Логично кажется, да? Но почему-то некоторые пренебрегают этим. Второй момент. Надпись должна быть краткой, лаконичной и вызывать интерес, вызывать какую-то любопытство у зрителя. Такое кликбейт. Название кликбейт, и надпись, естественно, на вашей заставке тоже должна быть немножко кликбейтной. Но очень сложно бывает иногда создать ту самую заставку, которая привлечет вам миллиард просмотров, поэтому нужно экспериментировать. Например, MrBeast, команда его, делает в районе 30 заставок на одно видео и постепенно их меняет. Они реагируют на CTR, как что-то меняется, подкидывают новую заставку и так постепенно находят самую-самую идеальную. А YouTube уже ввел даже АБ-тестирование для заставок. То есть вы можете сразу же делать 2, а то и больше, загружать их и в режиме практически реального времени смотреть, какая заставка работает лучше. Поэтому, друзья, мало того, что надо делать заставку по канонам, так надо еще и делать их несколько, чтобы максимально уже подобрать в процессе того, как стартануло ваше видео, как оно запаблишилось. Вот что еще маленькому каналу точно поможет. Второй важный параметр, не менее важный, чем CTR, это удержание зрителя. Чем оно выше в процентном соотношении к длине ролика, тем больше шансов, что ваш канал после того, как YouTube выпустит из песочницы, полетит ракетой вверх. Как его увеличить? Во-первых, прежде чем его увеличивать, надо его найти, а он прячется в аналитике. Некоторым пугает аналитика, что поделать, блогеры туда смотрят, поэтому, друзья, не бойтесь, заходите, смотрите статистику, обращайте внимание на этот параметр удержания и постепенно от видео к видео старайтесь его улучшить. Часто
помогает базовый киношный подход, который уже сотню лет используется в кинематографе. Это трехарочный сценарий. То есть начинаете видео с вашего хука, придумайте какую-то интригу, какую-то историю, вопрос какой-то, что-то завлекающее. Далее в ходе повествования развивайте тему. Ну и 3, кульминация. Кульминация как нахождение какое-то решение какой-то боли, оно у вас в конце. И, естественно, какой-то call to action, призыв к действию, чтобы ваш зритель что-то сделал. Ставил комментарий, подписался или, не знаю, купил что-нибудь. Или посмотрел другие видео. Тут вариантов много. Если ваш контент хороший, то вы получите реакцию. Ну а если нет, то нет. В одном из наших видео мы рассказывали о том, что мы провели анализ более 100 видосов от экспертов YouTube, русскоязычного сегмента. Все известные видео Влада Козыры, Канадена, других экспертов мы просмотрели и проанализировали. И знаете что? Эти советы про динамику, про арку, про сценарий повторяются практически у всех. А это показывает, что такой подход является ключевым. Старайтесь делать видео интересным, как с точки зрения повествования, так и с точки зрения динамики. Добавляйте визуальные элементы, какие-то переходы интересные, чтобы видео не казалось скучным, чтобы видео не казалось статичным. Вспомните советские мультики и современные. Может быть, вы даже их и не смотрели, но если вы посмотрите там какой-нибудь Морозко годов 60-х, 50-х, они будут казаться грустными, слишком медленными. А современные мультики уже, понимаете, насколько они динамичны. То же самое и с видео. Мы меняемся, информации становится гораздо больше, поэтому нужно все это совмещать. Ну а как это все совмещать правильно, вы поймете только экспериментируя. С динамикой, с темпом, с какими-то спецэффектами. Вы можете найти свой собственный стиль. Или смотрите, подсматривайте, как это делают миллионники, крутые монтажеры и интегрируйте в свои видео. А еще один из самых эффективных способов привлечения новой аудитории, увеличения подписчиков и просмотров – это переводы. Маленькие каналы про него начинают узнавать довольно-таки позже, потому что слишком много всякой информации дополнительной. Не все понимают даже, что такое CTR. Но эта стратегия уже используется каналами-миллионниками. Если со старта вы делаете переводы ваших видео, локализацию, то вы уже изначально расширяете потенциальную аудиторию. Одно дело, когда ваш зритель миллион, русскоговорящих зрителей или из каждой страны по миллиону. Есть разница, есть умножение. Мы уже помогаем 3-й год блогерам получать больше просмотров из других стран. Наш сервис Creator Tools помогает всего лишь в 2 клика с помощью нейросети перевести название, описание и субтитры вашего видео, а также озвучить субтитры на разные языки, что экономит очень много времени как на самих переводах, если вы будете это делать самостоятельно, так и деньги, потому что вам не надо нанимать специального англоговорящего или арабоговорящего переводчика, чтобы получить качественный перевод. Все это делает за вас наш сервис Creator Tools. Многие каналы, с которыми мы работали, отмечают, что благодаря локализации они зарабатывают огромные деньги. Будь то кулинария, лайфстайл или какие-то другие ниши, везде есть место локализации. Да, в принципе, и сам YouTube припишет в студии, он пишет свои справки о том, что, пожалуйста, добавьте переводы, увеличьте свои охваты. Поэтому, если вы маленький канал, вот вам еще один беспроигрышный вариант, как можно получить новую аудиторию. Если вы заинтересованы в таком способе, пожалуйста, обратите внимание на описание, там есть ссылочка, перейдя по которой вы не только попадете на лендинг, но и можете абсолютно бесплатно сделать 300 переводов вашему видео. Забирайте, а потом пишите в комментариях, как вам. Алгоритм YouTube настроен на широкую массу, на интересы в широких массах. Это означает то, что я художник, я так вижу, здесь работать не будет. Самовыражение — это классно, это хорошо. Если у вас есть какой-то специфический взгляд на какую-то проблематику, вы можете его показать. Но он останется только вашим взглядом и будет интересен друзьям, бабушкам и дедушкам. Для массы необходимо действовать так же, как и тренд. То есть вы должны быть насмотренным, понимать, что сейчас в моде, что сейчас интересно огромному количеству людей. Когда-то был, например, популярный челлендж вылить на себя холодное ведро с водой. Очень много этого вирусилось, и везде, каждый, кому не лень, это делал, потому что это было трендом. Сейчас начнете на себя ведро с водой холодной выливать, никому не интересно. Чтобы создавать релевантный, интересный контент, да, надо находиться в теме, быть насмотренным. Еще один интересный пример. Вот вы же слышали про Шекспира. Как вы думаете, его дело еще живет? Более чем да. Я вам приведу несколько примеров
про Ромео и Джульетта. Такой фильм, как «Тепло наших тел», выпущенный в 2013 году, повествующий о любви зомби. Он основан на истории Ромео и Джульетта. Все-таки зомби и человек. Есть небольшая отсылка, да, к Капулетти и Ромео и Джульетта, что они не могут быть вместе. Также и там такая же любовь. Или фильм «Мой парень псих» 2012 года. Любовь между людьми с психическими отклонениями, немножко запретна и, естественно, напоминает опять-таки о драме Шекспира. «Леон» Люка Бессона 1994 года, где любовь между киллером и маленькой девочкой, не может быть никак, а жертвенность, защита любимого человека, прямая отсылка опять-таки к Шекспиру, Ромео и Джульетте. Или «Дом летающих кинжалов» 2004 года, где любовный треугольник в период гражданской войны, восстания, полностью где-то даже частично копируют историю любви во время конфликта. А также взгляните на современных вдохновителей. Влад Бумага А4, вы все его должны его знать. Копируют Мистера Биста. Мистер Бист об этом тоже знает и периодически сообщает. Но Влад Бумага А4 делает это настолько качественно, что даже периодически превосходит оригинал. Так что, друзья, это важно, быть в тренде, понимать, что интересно, и создавать что-то лучшее. Добавлять какую-то ценность в то, что вы делаете. Не просто копируете, а вы вдохновляетесь и создаете что-то, новое, востребованное современной аудитории здесь и сейчас. А как же найти такие темы, над которыми можно работать и внедрять туда свое творчество, вдохновившись, каким-то новым фильмом? Довольно-таки очень просто. Возьмите 10 каналов вашей ниши, смотрите, что они выпускают на двухнедельном отрезке времени, максимум месячном, и находите какие-то пересечения. Далее вы следите, какая из этих тем начинает набирать лучше. Вот вам и ответ, что снимать следующее в вашем ролике. Некоторые маленькие каналы не стремятся сдружить со своими коллегами по цеху. Очень странно, ведь вступив в сообщество, можно не только познакомиться с единомышленниками, но еще и познакомиться с экспертами своего дела. И их советы будут, крайне важны. Ведь миллионник, он реагирует практически мгновенно на любые изменения. Он может объяснить, что к чему. Не всегда. Расскажу позже, почему. Но в любом случае, благодаря сообществу вы соберете такие знания, которые недоступны в обучающих курсах. А возможно, вы получите какое-то объяснение того, что есть уже в обучающих курсах, но понятно непосредственно для вас. Я неоднократно видел такие случаи, когда человек проходит какое-то обучение, не понимает он, не может, и он думает, что его где-то кто-то обманывает. Просто-напросто так сложилось. Когда кто-то разжует другой, это может помочь. Поэтому вступить в сообщество крайне важно. Также бывает, что маленький канал допускает фатальную ошибку. Его создатель не разрешает себе учиться. Он по умолчанию думает, что он самый умный, лучше всех все понимает, и любая информация не проходит через его фильтры. И здесь очень важно разрешить себе учиться, позволить кому-то другому быть условно умнее, впитывать как губка эти знания от другого человека, от эксперта. Также в сообществах бывают и какие-то встречи, вы можете узнать о встрече с блогером-миллионником, 100-тысячником, неважно. Прийти, послушать, задать какие-то вопросы и получить новую информацию. Кстати, вы подпишитесь на наш канал, потому что периодически мы проводим онлайн такие стримы, куда вы можете прийти и непосредственно поинтересоваться у уже успешного блогера, что и как. Почему он именно так делает. А также посмотреть уже прошедшие стримы и узнать для себя что-то новенькое. Обещал рассказать, почему некоторые блогеры особо не научат вас с точки зрения повествования, рассказов о своем опыте. Потому что не все понимают, как они достигли успеха. Существует очень много, например, лайфстайл-блогеров, где мама в декрете или бабушка добились успеха. Они уже имеют миллионы подписчиков, огромные доходы, рекламные интеграции, но они интуитивно поняли, как работать с их целевой аудиторией. Объяснить они этого не смогут. И здесь уже вам необходимо просто-напросто наблюдать за тем, что они делают, и принимать какие-то фишки. И да, быть открытым идеей. Не говорить фу-фу-фу, он лошара, он неправильно делает, я тут все знаю и так далее. Потому что пройдет 2-3 год, а ВОЗ будет и ныне там. Поэтому разрешить себе учиться очень важно, друзья. Очень часто владельцы маленьких каналов не обращают внимания на то, что рекомендует сам YouTube. Странно, но факт. То, что пишет YouTube как рекомендация для увеличения доходов, для увеличения количества подписчиков, игнорируется маленькими каналами. Например, сейчас YouTube активно говорит: отмечайте
ваш контент, настоящий он или нейросгенерированный. Сколько маленьких каналов ставят эту галочку? А сколько маленьких каналов ставят ее просто так, не разбираясь даже, что это за галочка. А ведь YouTube на основе этого делает какой-то свой анализ и принимает решение, кому показывать в большем количестве или в меньшем количестве. Или другой пример. YouTube уже, я же не знаю, сколько лет, у него постоянно висит рекомендация: добавьте субтитры в видео и увеличьте тем самым свою аудиторию, увеличьте свои охваты. Только в последнее время, благодаря нам, люди начинают понимать, что да, субтитры это действительно приносящее что-то новых подписчиков из новых стран и позволяющее увеличить доходы через новые страны. Многие на это внимание не обращают. Или, как раньше было с детским контентом. Если вы снимаете что-то для детей, но не указываете, что это детский контент, добрый вечер, будут пессимизация и все остальное с этим связано. Поэтому внимательность, особенно на советы для блогеров, для нас, для креаторов в студии. Также много полезного YouTube еще публикует в своих справках. Когда какое-то нововведение вводится, можно там почитать. Но большинство владельцев маленьких каналов не идут и не читают новости. Ну, с другой стороны, и не надо, потому что мы вам расскажем об этих нововведениях и более подробно расскажем. Но ведь для этого надо подписываться и следить за нашими выпусками, а многие из вас не подписаны. Поэтому не забудьте прямо сейчас нажать подписку и колокольчик. Все как обычно. А то, видите, не узнаете что-то новое и пессимизация произойдет с вашим каналом. Спасибо большое за просмотр, друзья. Я очень сильно надеюсь, что наши советы помогут вам увеличить просмотры и подписчиков на YouTube. С вами был я, Игорь Кубанович, сооснователь сервиса Creator Tools, который помогает блогерам локализовать каналы и заработать больше денег. Смотрите наши другие видео и до встречи. Пока, друзья!